В мире, где сцена сияет ярче звезд, есть правила, которые ломают сердце. Здесь нельзя просто влюбиться. Каждое чувство – риск, каждый поцелуй – скандал. Их любовь прячется за масками, ночными встречами и страхом быть раскрытыми. Но даже под запретом сердце все равно выбирает. Это истории тех, кто осмелился любить, несмотря ни на что. В мире корейской индустрии все подчинено образу. Идолы должны быть идеальными, улыбаться, вдохновлять, казаться недосягаемыми. Но за этой блестящей оболочкой скрывается жесткое правило – любви здесь нет места. Многие артисты подписывают контракты, где прямо указано «никаких отношений». Агентства боятся, что даже одно признание в любви может разрушить фанатскую мечту. Ведь поклонники должны верить, что их любимый артист принадлежит только им. Из-за этого даже простая встреча или фото рядом с кем-то противоположного пола может стать началом скандала. Репортеры, фанаты, менеджеры – все следят. Идолы учатся прятать чувства, улыбаться, когда сердце рвется на части, и делать вид, что в их жизни нет никого, кроме сцены. Так рождается парадокс К-поп. Миллионы поклонников по всему миру мечтают о любви, но их кумиры не могут позволить себе ее испытать открыто. В Корее любовь между звездами всегда была чем-то запретным, но именно запреты делают чувства еще сильнее. Некоторые пары рискнули всем – репутацией, контрактом, даже дружбой с фанатами – ради настоящей любви. Теперь давайте познакомимся с 3 историями, которые потрясли всю индустрию. Истории, где чувства оказались сильнее правил, где любовь стала вызовом целой системе. Это 3 самых громких и обсуждаемых пары, чьи отношения навсегда изменили представление о К-поп, Дженни и Ви, IU или Джон Сок, а также Хёна и Дон. Дженни и Ви – самая обсуждаемая пара последних лет. Весной 2022 года в интернете начали появляться снимки, на которых, по словам очевидцев, были Дженни и Ви. Они гуляли по дороге острова Чеджу, без охраны, без масок, просто как обычные люди. Эти фотографии стали настоящим шоком. Никто не ожидал, что представители 2 самых популярных групп, BTS и Blackpink, могут быть вместе. Компания Big Hit не дала официального комментария. Но фанаты сразу заметили, у них похожие украшения, одинаковые очки, совпадают даже места, где они делали селфи. В соцсетях начались войны. Одни защищали их, другие обвиняли в предательстве фанатов. Дженни подверглась сильному давлению. Ее аккаунт в Instagram взломали, фотографии с личными моментами утекли в сеть. Несмотря на это, ни она, ни Ви не сделали официального заявления. Они выбрали молчание. И, возможно, именно это стало их защитой. Ведь иногда тишина говорит громче слов. Есть группа фанатов, которые верят, и есть те, кто ждут подтверждения или считают, что это просто слухи. Совсем другая история у IU или Джон Сока. В конце 2022 года Dispatch, главное таблоидное издание Кореи, опубликовало фотографии певицы IU и актера Ли Джон Сока. На снимках они вместе возвращались с поездки в Японию. IU выглядела спокойно, счастливо, а Джон Сок держал чемодан в ее руках. Но в этот раз публика отреагировала иначе. Никто не требовал извинений, не было хейта. Люди писали: «Пусть они будут счастливы». Позже актер признался в интервью, что IU поддерживала его в трудный период, когда он чувствовал себя потерянным. Их история стала символом того, что любовь к поп может быть не скандалом, а чем-то естественным. Для индустрии это был переломный момент. Впервые фанаты не разрушили отношения, а приняли их. IU или Джон Сок показали, что настоящие чувства могут выжить даже под светом прожекторов. А Хёна и Дон стали символом искренности. Хёна и Дон начали встречаться втайне,
когда оба работали в агентстве Cube Entertainment. Сначала они скрывали отношения, но слухи росли. В 2018 году они решились сказать правду. В интервью Хёна призналась: «Да, мы вместе. И я не хочу больше прятаться». Реакция агентства была мгновенной, контракт расторгнут. Их убрали из всех промо, концерты отменили. Но публика, наоборот, восприняла их признание как акт храбрости. Хёна и Дон стали символом честности. Они доказали, что любовь важнее денег и имиджа. Позже они создали совместный музыкальный проект, переехали в другое агентство и продолжили карьеру, уже без страха. Хёна сказала фразу, которую фанаты цитируют до сих пор. «Любовь – это не ошибка. Ошибка – притворяться, что ее нет». Их история вдохновила многих молодых артистов, показав, что можно быть собой и все равно оставаться на сцене. Все эти истории разные, но объединяет их одно – желание быть собой, даже если весь мир против. В КПоп любовь – это вызов, и не каждый готов принять его. Но те, кто рискнул, навсегда изменили правила игры. Для многих корейских звезд любовь становится не счастьем, а испытанием. В обычной жизни люди могут держаться за руки, гулять по парку, делиться фотографиями. Но идолы живут в другом мире, где даже одно случайное фото может стоить карьеры. Они встречаются поздно ночью, в машинах с тонированными стеклами или в домах друзей, где нет камер. Иногда они даже придумывают тайные коды, одинаковые аксессуары, фразы в песнях, намеки в постах, чтобы хоть как-то сказать «я думаю о тебе». Фанаты не всегда понимают, какой страх скрывается за улыбкой на сцене. Одно неосторожное слово, и журналисты, папарацци, общество превращают любовь в скандал. Поэтому идолы учатся скрывать чувства так же искусно, как эмоции во время съемок. Некоторые отношения не выдерживают этого давления. Люди, искренне любившие друг друга, вынуждены расставаться, чтобы сохранить группу, контракт или просто спокойствие. Но несмотря на страх и ограничения, любовь все равно находит путь. Она живет в мелких жестах, взглядах, песнях, в которых они прячут то, что не могут сказать вслух. Каждый айдол на сцене не просто артист. Это человек, у которого есть мечты, страхи и чувства. Они вдохновляют миллионы, но часто не имеют права на то, что для других естественно – любить открыто. Поддержите наш канал, чтобы мы могли рассказывать больше таких искренних историй о любви, боли и силе духа корейских звезд. Ваш лайк, комментарий и подписка помогают нам продолжать искать правду за кулисами КПоп. Спасибо, что досмотрели до конца. До встречи в следующей истории.